Всем привет! Меня зовут Наталья Сельковская, и вы смотрите мой канал Сельковская Travel. Сегодня мы не будем купаться, пробовать дуриан или обсуждать, где дешевле арендовать байк. Сегодня мы идем в храмы, балийские, а значит будет про религию, красоту, церемонии, летучих мышей и странные ощущения, которые в кадр не помещаются, но остаются внутри. На Бали религия – это стиль жизни. Почти все население – балийские индуисты. Это отдельная, очень самобытная ветвь индуизма, не такая, как в Индии. Здесь у каждого района, деревни и даже каждой семьи свой храм. Храмы могут быть семейные, общественные, храм плодородия, храм смерти, храм воды. Тут прям очень легко запутаться. И если вы думали, что храм – это большое каменное здание с входом и иконой, забудьте. Здесь храм – это дворик под открытым небом с алтарями, статуями, курениями и цветами. Гоалавах или пещера летучих мышей – это один из 9 главных храмов Бали, защищающих остров от злых духов. Да, в пещере при храме действительно живут тысячи летучих мышей. Во время съемки мы попали на церемонию, мантры, подношения, благовония, настоящая жизнь. Туристов в храм пускают, но для этого есть отдельный вход. На вас наденут саронг. Это традиционная ткань, которую оборачивают вокруг бедер. Обязательная часть одежды при посещении храмов на Бали и в целом в Юго-Восточной Азии. Стоимость посещения храма летучих мышей 40 тысяч рупий на одного и 60 тысяч рупий на двоих. Типа дисконт. Напротив храма на берегу океана стоит огромный памятник. Он изображает мифических существ, связанных с подземным миром и защитой храма. Драконы, мыши – все как положено. На самом деле этот памятник не просто декоративная скульптура. Он показывает, что темные силы могут быть не злом, а охраной. В балийской культуре хаос, смерть и подземное не отвергаются, а приручаются и становятся частью священного порядка. Легенда гласит, что пещера летучих мышей соединена под землей с храмом Бесаких у подножия вулкана Агунг. Этот храм считается главным балийским храмом. Пура Бесаких называют матерью храмов Бали. Он действительно считается национальным святилищем, расположенным на склоне вулкана. И вот тут начинается магия цифр. По официальным данным, в комплексе расположено 23 отдельных храма. По туристическим буклетам это число достигает 86. Весь храмовый комплекс – это каскад из 6 террас, соединенных лестницами. На каждой террасе расположены свои храмы, алтари и святилища. Самый главный из них – Пура Пинантаран Агунг. Забрался он на самую верхотуру. Наверх ведут сотни ступеней. Путеводители так и пишут – hundreds of steps. Правда, один блогер якобы пересчитал и заявил, что их 52. Не знаю, когда ты в тропиках ползешь вверх по лестнице, веришь сразу в 520. То есть это реальный марафон на выносливость. Кстати, балийцы в этом плане честны. Они не обещают легкости, они обещают святость. Этот храм не музей. Он действующий, хотя туристов принимает. В среднем в год его посещают более 100 тысяч человек. 85% из них, кстати, иностранцы. Гаруда Вишну Кинчана, храм Эпик. Это не храм в прямом смысле, но дух и масштаб тут религиозный. Статуя бога Вишну, сидящего на птице Гаруда, 121 метр в высоту. Это национальный культурный парк. Сюда приходят и за фотками, и за ощущениями. Гаруда – символ Индонезии, Вишну – бог-хранитель. Вместе они сила, от которой бегут мурашки. Как по мне, так это мега-туристическое место, где за каждый шаг надо платить. Вход стоит 150 тысяч рупий за человека. Но надо понимать, что это только вход в парк. Все шоу, танцы, шманцы оплачиваются отдельно.
Подъем на самую верхотуру тоже стоит денег 250 тысяч рупий. Ни много ни мало. Ну, это если прям очень хочется посмотреть на Бали с высоты птичьего полета. А если денег жалко, то же самое можно увидеть на экранах внутри храма. Совершенно бесплатно. В районе Нуса-Дуа расположен уникальный храмовый комплекс Пуджа Мандала. Туда входит индуистский храм, мечеть, буддийская ступа, католическая и протестантская церкви. Все настоящее, все действующее. Везде проходят службы и можно помолиться. Архитектура разная, вера тоже. Но все уживается в одном месте. Пуджа Мандала – идеальный пример того, как в Индонезии устроена толерантность. Не все одинаковые, а все разные. Ну и ладно. По будним дням сюда водят экскурсии школьников. В выходные здесь можно увидеть толпы туристов, которых привозят целыми большими автобусами. Сердце Денпасара. В самом центре столицы Бали, прямо у городского музея и парка Попутан, стоит Пура Агунг Джаганатха – величественный храм, посвященный верховному божеству Сангхьянг-Видживас. Это не семейный и не деревенский храм, это городской храм, куда приходят молиться со всего Денпасара. Это Пура Агунг Джагатнатха, город Денпасар. Пура значит главный храм, Агунг – большой, то есть большой храм Денпасара. Название храма Джагатнатха. Это значит «владыка вселенной». Это на санскрите, я его только учу. На Бали примерно 50% индуистов. Есть еще мусульмане, христиане, буддисты. Но сюда приходят именно индуисты. Главный алтарь обращен к горе Агунг, самой священной точке Бали. Стены выложены из красного кирпича, как и положено в стиле Маджапахит. Внутри каменные лестницы, фигуры, подношения, а также церемониальные ткани, конечно. Здесь чувствуешь, ты не просто зашел посмотреть храм, ты попал в пространство, которое живет по своим законам. Храм символизирует три элемента – Брахма, Вишну, Шива. Брахма – это огонь, Вишну – вода, Шива – ветер. Три элемента вместе. А вот эта башня называется Меру. Это самое священное место в балийском храме. Уровни Меру посвящены разным богам. Туристов немного, саронг обязателен. Уважение, конечно же, тоже. Если хочется увидеть не туристический, а реальный храм Бали, то это именно он. Весь Бали устроен таким образом, что чем дальше в глубинку, тем больше храмов. Каждая деревня не один, не два, а десятки храмов. Семейные, общественные, полузаброшенные, но все живые. Самое интересное, что в деревне может быть 50 домов и 40 храмов. Иногда дорога заканчивается воротами, но это не чей-то двор, это храм. И туда несут подношения, как и 100 лет назад. У каждой семьи на Бали тоже есть свой храм во дворе. Каждое утро здесь раскладывают кананг-сари. Это подношение из пальмовых листьев, цветов, риса и благовоний. Это не ритуал ради фото, это ежедневная жизнь. Пройти мимо и не заметить можно, но если остановиться, прям вот почувствуешь. Не знаю точно что, но что-то обязательно. Есть на Бали и поп-звезда всех храмов – Пура Танах Лот или «Храм в океане». Он так и переводится – «Земля в море». Попасть сюда можно только во время отлива, когда волна обнажает каменный проход.
Конечно, выглядит это все мега круто, прям как обои для Windows. Храм был основан в 16 веке святым Данг Хянг Нирарта, духовным путешественником с Явы. Считается, что он волшебным образом перенес скалу Гили-Бео в воду и создал в ней храм, чтобы отбиваться от злых духов. В пещере у подножия храма бьют священные пресноводные источники, которые, говорят, даруют очищение. Но сами посудите, вокруг море, а у тебя тут пресная вода течет. В 80-е годы прошлого века скальный остров начал разрушаться, и индонезийское правительство получило кредиты от Японии на реставрацию. Сумма составила порядка 800 миллиардов рупий. На тот период это где-то 480 миллионов долларов. Сейчас более трети скалы искусственная. Средняя посещаемость этого храма от 1,5 до 2 миллионов туристов в год. Вход стоит приблизительно 75 тысяч рупий для взрослых и 40 тысяч для детей. Парковка и подношения оплачиваются, конечно, отдельно. Потрясающие закаты бесплатно. Среди балийских храмов с красным кирпичом и черными демонами вдруг возникает бело-золотое чудо. Это Шри Шри Кришна Баларама Ашрам, храм Искон, Международного общества сознания Кришны, ISKCON. Здесь все иначе. Белые башенки вместо балийских ворот, золотые надписи на санскрите. И атмосфера не мистическая, а радостная, что ли, ясная какая-то. Ашрам – это не просто храм, это еще и центр духовной практики, место для медитации, пения мантр и, возможно, лекции о смысле жизни. Если вы ищете тишину, симметрию и ощущение порядка в мире, зайдите сюда. Даже просто посмотреть снаружи уже дает нужный настрой. Храм этот действующий, внутрь пускают, но только для молитв, а записаться надо заранее. Но если прям очень-очень попросить местных служителей, то вас пустят во внутренний дворик, где можно максимально прочувствовать всю атмосферу. В центральном парке Денпасара возвышается Баджа Садхи – монумент борьбы балийского народа. На первый взгляд огромный черный храм в традиционном стиле. Башни, ступени, статуи – все как в настоящем храме. Но это не храм, а музей и мемориал, посвященный истории Бали от колониальных времен до независимости. Сейчас здание на реконструкции, внутрь не попасть. Но даже снаружи это мощное впечатление. И если бы балийцы строили храм в честь собственного духа свободы, он выглядел бы именно так. Церковь Сергия Радонежского. Да, на Бали есть православная церковь. Она действующая, там крестят, венчают, молятся, все как положено. Немного непривычная локация, правда. Это второй этаж комплекса вилл с занятным названием Беверли-Хиллз Бали. Ну, тут уж надо понимать, мы на Бали. В любом случае, это не локация, это пространство веры. Даже здесь, на краю земли, она остается с тобой. Есть несколько неочевидных, но важных вещей, которые стоит запомнить. Первое. Храм может быть просто огороженным уголком с камнем и подношением. Второе. Двигаться внутри храмов нужно строго по часовой стрелке. Третье. Саронг обязателен. Почти везде. Четвертое. Церемония – это не шоу. Лучше просто уважительно смотреть и не мешать. Итак, давайте подытожим. Что стоит посетить туристу? За эпичностью – Гаруда Вишну Кинчана. За атмосферой – Гоа Лафах. За ощущением настоящего Бали – в деревне. За мультикультурностью – Пуджа Мандала. За тишиной – в нетуристические храмы Убуда. С детьми – в храмы типа Таман Аюн. С тоской по дому – церковь Сергия Радонежского. Храм – это не декорация, это контекст. И если вы не мешаете, а слушаете, он сам вам что-нибудь расскажет. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели. Все ссылки на Google карты вы сможете найти в описании к этому видео. Делитесь своими впечатлениями от посещения балийских храмов в комментариях. Не забывайте ставить лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующем выпуске.